он существенно влиял на рождаемость и принес дополнительно примерно 2–2,5 миллиона детей. Женщины ушел муж, у нее только что умер ребенок, у нее отнимают квартиру. Подавляющее большинство наших чиновников в этом не разбираются и не понимают. Еще 9 регионов подхватили эту практику, криминализирующую разговоры. Моя единственная надежда – это на профессиональное сообщество. Меня зовут Рудакова Людмила, я исследователь в коллективном действии, и сегодня мы бы хотели поговорить про проблему запрета и ограничения абортов в российских регионах. Для этого мы позвали на дискуссию 4 спикеров. Первый спикер – Анастасия Навкунская. Анастасия Навкунская – кандидат социологических наук, ассоциированный профессор по качественным исследованиям и здоровья и медицины. Также среди спикеров у нас сегодня Алексей Ракша, демограф. Еще 2 спикера – это Татьяна Кукса, юрист и медицинский антрополог, и экс-депутат Новосибирского горсовета Хельга Пирогова. Прежде чем мы перейдем к вопросам нашим экспертам, хотелось бы коротко обозначить контекст и фокус нашей дискуссии. С 2023 года в России все большее количество регионов вводит различные запретительные практики в отношении абортов. В ряде регионов существует запрет на проведение абортов в частных клиниках, в некоторых регионах ввели штрафы за склонение аборту. И, к сожалению, количество регионов, которые вводят подобные практики, то есть тем или иным способом вводят ограничения или запреты на абортов, продолжает пугающе расти. Сегодня мы бы хотели сфокусироваться на том, почему распространяются подобные запретительные практики, а также как в этой ситуации женщина может защитить свое право на репродуктивное здоровье. Другими словами, мы бы хотели постараться в ходе этой дискуссии ответить на 2 вопроса. Кому и зачем нужно повышать рождаемость, и что в связи с этим делать в отношении абортов. И первый вопрос Анастасии. Для начала поговорить о том, к каким последствиям это может привести. Спасибо за приглашение. Это интересный вопрос. Я не уверена, что полностью смогу на него ответить, поскольку у меня нет каких-то хороших социологических данных про это. Озвучу как минимум 2 особенности, да, связанные с возможными последствиями. Первый будет исторической аналогией, потому что в истории не совсем нашей страны, но СССР был период полного запрета на аборты, и по некоторым данным мы знаем, что это привело к росту материнской смертности среди тех женщин, которые пытались все-таки так или иначе прервать нежелательную беременность, но делали это подпольно, обращаясь к каким-то немедицинским специалистам. В общем, все в небезопасных условиях, и, соответственно, это вредило буквально и показателям здоровья женщин, и детей. Такое последствие в случае, например, еще более строгих ограничений аборта можно тоже ожидать. Да? То есть женщины, столкнувшиеся с беременностью, которую они для себя определяют как нежелательную, все равно будут искать и находить какие-то способы, как ее остановить, даже если это не будет в условиях условно-медицинских, безопасных и так далее. А второй сюжет, который в ответе на этот вопрос я хотела озвучить, он связан с тем, что на самом деле на практике некоторые ограничения к доступу к абортам для российских женщин уже существуют. И эта история не последних нескольких месяцев, да, и не только названных регионов, которые ввели, например, какой-то штрафы за склонение к абортам или ограничения в проведении абортов в частных клиниках. Например, есть некоторое неравенство в доступе к этой процедуре для женщин, живущих в регионах. Если они просто физически расположены в каком-то районе, где принимает один акушер-гинеколог, и далеко не факт, что там есть необходимые условия медицинские для проведения этой процедуры. Соответственно, на практике женщины уже могут сталкиваться с какими-то сложностями в доступе, и что они предпринимают в таких ситуациях, или они едут в какие-то другие регионы, да, или районы в рамках региона, или идут в частные клиники, если у них есть на это ресурсы. Если мы предполагаем, что будет одновременно ужесточаться или устражаться условия для проведения абортов и в частных клиниках, и как-то ограничиваться доступ в государственных, можем предполагать, что женщины будут снова искать какие-то условно-народные альтернативные способы прерывания нежелательной беременности. Будет зависеть еще и от имеющихся у них ресурсов социальных, экономических, мобильности и так далее.
Мгм. Анастасия, спасибо. Да, по поводу социального неравенства тоже согласна с тем, что это очень значимая проблема. И вот в связи с тем, что такие ограничительные практики вводятся и у женщины различаются в зависимости от своего социального капитала, экономического капитала, то есть возможности провести легализованный медикаментозный аборт, как вам кажется, если очень просто сформулировать, что в связи с этим делать, если чуть более развернуть вопрос, как мы можем защитить право женщины на ее тело, право женщины на репродуктивное здоровье в связи вот с Ну, введением вот всех этих запретительных практик? это очень хороший вопрос, но он такой достаточно опасный, я бы так сказала, да, потому что тут нам нужно определиться, кто мы, да, от лица какой социальной группы мы говорим. Я боюсь, что мы не можем говорить о необходимости отстаивать права женщин на доступ к абортам от лица всего российского общества, да, как бы Мгм. мы его не понимали, потому что мы знаем, что есть группы, занимающие консервативную позицию, которые, наоборот, считают, что нужно защищать женщин вот от, не знаю, извините, в кавычках, да, тлетворного влияния Запада и, наоборот, ограничивать этот доступ. Соответственно, кто это мы? Мы социальные ученые, мы женщины, мы или сочувствующие им. Да, в общем, очень сильно будет зависеть, от кого мы ставим этот вопрос, набор стратегий, опять-таки, ресурсов, которые могут использоваться. Но если пытаться это как-то ответить, ну, вот совсем уж абстрактно, то мне кажется, что в случае с тем, как эта дискуссия ведется в России, и тем, как институционально организована медицинская помощь в случае там, беременности, родов или прерывания беременности, я бы сказала, что моя единственная надежда – это на профессиональное сообщество. То есть я не уверена, что у низовых инициатив, будь то какие-то организации по защите прав пациентов или какие-то феминистские, профеминистские, гражданские инициативы, будет достаточно ресурсов, да, вот в условиях текущего достаточно репрессивного законодательства, да, озвучивать вот эти права, как-то их отстаивать и так далее. Я также не уверена, что есть какие-то политические понятные акторы, которые могли бы прямо активно за эти права выступать и что-то предпринимать. Но вот профессиональное сообщество, в первую очередь акушеров-гинекологов, да, которые осознают потенциальные риски ухудшения показателей материнско-младенческой смертности, которые понимают, как условно подпольные аборты да, могут приводить к ухудшению там, репродуктивного здоровья в целом. Я думаю, что вот можно надеяться на то, что полного запрета не случится, да, потому что вот, как бы вот эта профессиональная позиция будет звучать громче, чем какие-то политические аргументы. Насколько, как вам кажется, сейчас этот голос слышен, то есть насколько видны вообще в целом инициативы от врачей, поскольку, насколько мне известно, врачи тоже выступают против запретов, поскольку понимают и последствия для женщин, последствия для женского здоровья. То есть насколько, как вам кажется, вот сейчас слышен голос врачей или каких-то других профессиональных сообществ, может, низовых инициатив, фем-сообщества? В случае с фем-сообществом, я думаю, что здесь довольно очевидный ответ, связанный с тем, что да, идет дело Светланы Петричук и Евгений Беркович, да, когда феминизм ну, просто в рамках какой-то правовой дискуссии чуть ли не приравнивается к экстремизму, и ну, уповать на активные низовые феминистские движения, я думаю, что в принципе не стоит в текущий момент. Если говорить про профессиональное сообщество, то здесь тоже нужно учитывать несколько нюансов. В России оно недостаточно гомогенное, и также, когда в целом в обществе есть более консервативные, менее консервативные группы, также и среди медицинских профессионалов, и в частности среди акушер-гинекологов, есть коллеги, занимающие более или менее консервативные позиции и взгляды, в том числе относительно доступа к абортам или каким-то другим видам медицинской помощи. И, соответственно, тут просто нужно понаблюдать, да, у кого
будет больше ресурсов или громче голос, вот в том числе в этой медицинской среде, как сложится расстановка сил, потому что есть и те акушер-гинекологи, которые, да, вот составляют какие-то новые приказы министерства или рекомендации по оказанию этого вида медицинской помощи, и они достаточно консервативные и ограничительные. Хорошо, спасибо большое. Далее я, наверное, бы хотела чуть больше сфокусироваться все-таки на регионах. И, Алексей, в целом хотела бы про регионы поговорить с вами. Как вы считаете, как вам кажется, исходя из демографии, статистики, то и зачем стремиться сейчас повышать рождаемость, то есть кому это нужно, и в целом, насколько из вашего опыта, из демографических исследований, есть ли связь между рождаемостью и абортами? Я достаточно долго изучал динамику рождаемости и в разных странах, и в разных российских регионах. И, поскольку я не юрист, по возможности изучал, в том числе и с вашей помощью, какие-то изменения в законодательствах и российских регионов, и зарубежных стран. И могу четко сказать, что на рождаемость любые манипуляции с антиабортным законодательством значимо не влияют. То есть мы не видим какой-то заметной существенной связи рождаемости и запрета разрешения аборта. Его нет. Поэтому я сразу же предлагаю разделить дискуссию о демографии, о рождаемости и об абортах. Аборты – это морально-этическая проблема и дискуссия. Демография – это прикладная социологическая, статистическая дискуссия. Связи одного с другим практически нет. Хорошо. Насколько я понимаю, отсутствие связи между абортами и повышением рождаемости понимает профессиональное сообщество, уже достаточно большое количество медиа об этом написало, но все-таки в некоторых регионах вот эти вот запретительные практики вводятся, и, насколько я могу судить, голос профессионального сообщества, если в данном случае мы подразумеваем под ним исследователей социальных наук, он не слышен, то есть вот эти практики продолжают вводиться все в большем количестве регионов, несмотря на то, что связи нет. Как вам кажется, почему вот решение о подобных запретительных практиках все-таки отдают на откуп регионам? То, что вы сказали сначала, и ваша последняя фраза друг к другу имеет косвенное отношение, и это разные вопросы. Давайте с конца начнем. Почему отдают на откуп регионам? Потому что это политически непопулярная мера. У нас основной избиратель – это пожилые женщины. Пожилые женщины в своей жизни, как правило, сделали много абортов. Аборты – это советское наследие, это советская репродуктивная культура, когда была плохая доступность контрацепции. Поскольку это не популярно, это отдают на откуп регионам. В регионах сидят, мягко говоря, не очень умные люди или не очень хорошо разбирающиеся. О чем речь, если у нас даже в федеральных органах власти сидят непрофессионалы, в регионах тем более. Там почти нет специалистов, которые разбираются в том, чем они управляют. Соответственно, идет такое патриархальное или церковное лобби. Этих людей можно понять, у них свои этические позиции, они пытаются свою повестку везде протолкнуть, делают это очень настойчиво, очень агрессивно, очень громко. И где-то им удается это сделать, а местные власти либо хотят от них отвязаться и бросить им кость как собаки, то есть вот на откуп. Мы вот что-то сделали, все, отстаньте от нас. Либо они действительно по своей некомпетентности думают, что это как-то поможет. Поэтому, тут только два возможных варианта, а какой из них истинный, это уже вопрос риторический, и вы сами выберите, что вам больше нравится. Некомпетентность или циничное отношение к такому достаточно важному, такому духовно-моральному дискурсу, который к демографии, повторюсь, отношения практически не имеет. Я с вами согласна, да, что к демографии отношения не имеет. Просто я изучала демографические программы по повышению рождаемости в нескольких регионах. Каждый из регионов выпустил в июне, если не ошибаюсь, в июне 2023 года свою демографическую программу по повышению рождаемости. И как раз-таки вот в этих программах прописаны различные практики, в том числе доабортное или предабортное консультирование. То есть в регионах даются различные установки относительно того, что врачи тем или иным способом должны оказывать некоторое давление на женщину, в том числе по отговариванию ее от абортов. И как раз-таки на уровне регионов это напрямую с демографией связывается. Хотя мы с вами, я думаю, что все здесь присутствующие, те, кто в дальнейшем нас будут слушать, понимают, что такой связи нет и не может быть. Повторюсь, чиновники не профессионалы, они не понимают, что они делают. Да, какие-то единичные случаи могут происходить. Я в том числе и общался с
антиабортниками и с пролайферами, да, и они хвалятся тем, что вот там какие-то их фонды, организации там за год спасли, условно говоря, как они считают, там 1000 жизней или 2000. И даже в целом по стране это может быть несколько тысяч, но на фоне там 1 250 000 родившихся это капля в море, это статистически незаметно. С их точки зрения это важно, с точки зрения демографии это не важно. Повторюсь, тут либо сознательное искажение, скажем так, значимости этого события, либо просто некомпетентность, о чем уже было сказано. Выбирайте сами, что вам больше нравится, какая гипотеза. Число абортов всех, включая выкидыши, внематочную беременность, пузырный занос, абнормальные продукты зачатия и прочие гинекологические проблемы, а у нас эти все проблемы включены в России из-за лоббирования, опять же, РПЦ в число абортов. И люди думают, что это аборты. Опустилось ниже полумиллиона. В Советском Союзе, в РСФСР это было 4 с лишним миллиона. А число действительно искусственных абортов, то есть не пузырного заноса, не абнормальных продуктов зачатия, не выкидышей, а именно абортов, сократилось до величины ниже 300 тысяч, хотя их было больше 4 миллионов. По желанию женщины, а не по социальным показаниям, там, ну, абортов вообще копейки. То есть число абортов сократилось, там, смотря как считать, в 10, в 13, в 15 раз и продолжает быстро сокращаться. Опять же, смотря как считать, там на несколько процентов в месяц, иногда на 10 в год, иногда на 10% в год. Процесс этот не останавливается. Этот процесс ускорился с введением материнского капитала в 2007 году, замедлился в тот год, когда началась война большая, в 2022 году. Все. Этот процесс очень устойчивый. Сокращение абортов – это фундаментальный процесс. Россия перестала быть лидером по абортам в мире. РСФСР был лидером по абортам в мире очень долго, много десятилетий. Это время навсегда ушло. Число абортов у молодежи в России ниже среднего по Евросоюзу. То есть проблема решилась сама собой путем полового просвещения, доступности контрацепции и уровня образования. Рождаемость так не повышается запретами абортов. Вы упомянули материнский капитал. Вот хотелось уточнить, исходя из вашей экспертизы, есть ли, на ваш взгляд, связь между... То есть мы поняли, что аборты и запрет абортов и увеличение рождаемости не связаны примерно никак. Влияет ли материнский капитал на повышение рождаемости? Или Да, другие какие-то поощрительные меры? Да, влияют, по моему анализу, крупные, как правило, разовые выплаты, начиная со 2-го ребенка, которые люди преимущественно тратят на жилье. Это влияет на рождаемость и влияет существенно. То есть, расшифровываю, пока мат-капитал начинался с 2-го ребенка, он существенно влиял на рождаемость и принес дополнительно примерно 2-2,5 миллиона детей. Мера поддержки выплаты 450 тысяч на субсидию на ипотеку тоже повлияла на рождаемость и принесла больше 100 тысяч дополнительных третьих и последующих детей, начиная с 2020 года. Есть некоторые регионы, в которых региональный мат-капитал или какие-то субсидии, льготы очень весомые. Например, по-моему, Ямал-Ненецкий округ или Ханты-Мансийский, там, по-моему, то ли 500, то ли 700 тысяч. Сахалин, там, где общая сумма субсидий может достигать не 1 миллиона рублей. И в этих регионах рождаемость и повысилась, и остается выше, чем среднероссийская, с учетом даже национального фактора. А национальный фактор – это один из важнейших факторов рождаемости. То есть, да, рождаемость поддается стимулированию, понятно как, понятно какими мерами, но подавляющее большинство наших чиновников в этом не разбираются и не понимают. Они путают социальную поддержку и демографическую политику. Это совершенно разные вещи. Помимо материнского капитала, вот если мы говорим про поощрительные меры и будем говорить языком вот этих вот региональных программ, то есть в регионах задаются целью повышать рождаемость, исходя из того, что они пишут у себя в этих программах. Какие еще, как вам кажется, поощрительные, стимулирующие меры, помимо мат-капитала, могут положительно сработать, если мы говорим про эту цель? Как уже я говорил, крупные единоразовые выплаты, начиная со 2-го ребенка. Как это называется? Мат-капитал, семейный капитал, субсидия, неважно. Важно, чтобы это была выплата размером больше 1 миллиона рублей, там ближе к 2, наверное, судя по цене, чтобы ее хватало на, допустим,
либо строительство дома, или там продажу, покупку, то есть обмен недвижимости на на недвижимость большей площади, чтобы там на одну комнату было больше для дополнительного ожидаемого ребенка, например. Чтобы эти меры никак не были ограничены ни возрастом родителей, ни имущественным цензом, ни доходами. То есть нужно отказаться от любых критериев нуждаемости, адресности и имущественного ценза при назначении демографических мер. Повторюсь, демографические меры – это не социальные меры, это совершенно другое. Они совершенно по-другому работают. Они для другого нужны. Но на это нужно на все достаточно много денег, поэтому государство не очень спешит реально повышать рождаемость, оно пытается какими-то заклинаниями, ограничениями, запретами повысить ее, но ничего у него в этом не получается и не получится. Именно вот такими запретительными способами и какими-то увещевательными. Да, пропаганда может быть, но она должна быть очень искусной, ненавязчивой, а у нашего государства с этим плохо. А если отмена абортов непопулярная мера в политическом плане, а чиновники зачастую некомпетентны и нет никакого влияния абортов на демографию, то с какой целью вводятся эти региональные инициативы? Если вопрос ко мне, то это вопрос политический, а не демографический. Я считаю, что это сводится к ублажению локального лобби церковников и ультраконсерваторов. Спасибо, Алексей, за ответ. Мы, наверное, можем перейти к следующему спикеру. Я бы хотела, Татьяна, обратиться к вам, поговорить с вами с юридической, антропологической точки зрения. А как вам кажется, каким последствиям в регионах приведет запрет абортов и почему, на ваш взгляд, это решение делегировано на региональный уровень, а не принимается на федеральном уровне? Спасибо за вопрос. Согласно 72-й статье Конституции, еще той 93-го года, здравоохранение находится в совместном ведении между федерацией и регионами. А последний референдум 2020 года в ковид принял изменения, и теперь у нас в совместное ведение попали вопросы семьи, детства, материнства, отцовства. Это первое основание, по которым регионы у нас сейчас принимают непопулярные меры, потому что, в общем-то, федеральный законодатель до сих пор не поменял 56-ю статью 323 закона, и аборты можно прерывать, как и было, по медицинским показаниям в любой срок, по социальным показаниям до 22 недель, но тут есть нюансы, о котором обязательно нужно сказать, и по желанию женщины. Что может сделать в этих условиях региональный законодатель? Задаемся вопросом. Я не знаю, из каких недр достали эту запретительную меру. Возможно, удачный опыт перевода стрелок на регионы и введения в режима повышенной готовности и штрафования за нарушение самоизоляции, за отсутствие сертификата вакцинации, может быть, возымел какой-то эффект, и поэтому, во-первых, да, это непопулярные какие-то меры, очевидно, и, во-вторых, уже был какой-то результат в период ковида. Я думаю, что оставался у регионов вопрос, а что, собственно, сделать в этом направлении. Поэтому, возможно, выбор пал на штрафование. Но если посмотреть на сами санкции, а, как известно, дьявол кроется в деталях, то мы с вами увидим, что все 10 регионов, во всяком случае те КОАПы, региональные, которые мне удалось найти, друг друга копипастят практически на 95%. Различаются только штрафы, где-то наказываются должностные лица до 50 тысяч, где-то юридические лица до 200. Суть это особо не меняет, потому что я после первого мордовского КОАПа не могла понять, кто является адресатом этой нормы, кто является правонарушителем, потому что санкция сформулирована так, что любой разговор с женщиной об аборте, независимо от того, делает ли аборт женщина или нет, подлежит штрафованию. Но мы с вами понимаем, что врач, родственники, какой-то близкий круг волей-неволей должен может общаться с женщиной по этому вопросу. Более того, врач обязан информировать пациентку о последствиях любых медицинских вмешательств или их отсутствия, например, если у женщины есть какие-то медицинские ограничения. Но мордовский закон, мордовская статья о штрафовании исключила
информирования врача и сферы регулирования этой санкции. Таким образом, кто у нас остается под прицелом? Кого ищет наш региональный законодатель? У меня были предположения, поскольку в этом первом законе наказывались также иностранные лица, что, возможно, речь идет как раз о каком-то деструктивном влиянии каких-то там нетрадиционных идеологий, может быть, пытаются найти какие-то там некоммерческие организации, какие-то радикальные феминистские сообщества, потому что при такой формулировке, собственно, и женщина не нужна как таковая. Если норма сформулирована так, что любые разговоры на тему прерывания беременности, независимо от того, была она совершена или нет, подлежат штрафованию, таким образом региональный законодатель пытается напугать тех, кого он ищет. То есть нагнетает какую-то моральную панику, я так подозреваю, и как бы пытается, поскольку правоприменение я еще пока не видела никакой информации о правоприменении, поэтому предположить все же, кого ищет наш региональный законодатель, я не могу. Но, к несчастью, еще 9 регионов подхватили эту практику, криминализирующую разговоры, я бы даже так сказала, о прерывании беременности, независимо от факта самого аборта. И только Курская область уточнила, что все-таки речь идет о врачах, поскольку они сформулировали в своем КоАПе, значит, следующее дополнение, что врач может информировать женщину только о медицинских и социальных показаниях, то есть просто разговаривать с ней о том, что она может по своему желанию настаивать на аборте, врач уже не может. И после этого регионального КАП мне стало понятно, что все-таки, наверное, бьют по врачам. Но сами врачи совсем недавно, в июне месяце, 26 кандидатов медицинских наук, именитых акушер-гинекологов, членов общества Ассоциации гинекологов-репродуктологов приняли клинические рекомендации, которые должны соблюдать все медицинские сотрудники. То есть если еще недавно у нас по медикаментозному аборту были клинические рекомендации, по-моему, 2014 года, которые принял Федеральный центр имени Кулакова, и я находила клинические рекомендации региональные, то на сегодняшний момент ни о каком совместном ведении в отношении клинических рекомендациях речи быть не может. И все врачи обязаны соблюдать требования этих клинреков. Так вот, эти клинреки, к счастью нашему, и к счастью для медицинского сообщества, и к чести этим 26 членам ассоциации повторили 56-ю статью 323 закона и, процитировав ее практически доподлинно, основаниями для прерывания беременности являются медицинские показания, напоминаю, в любой период беременности, социальные показания, тут есть нюансы, об этом обязательно нужно сказать, и настойчивое желание женщины. Но поскольку принятие клинреков было в национальной концепции по улучшению положения женщин, и в плане значилась цель принятия этих клинических рекомендаций, а цель была уменьшение именно количество прерываний беременности и уточняли способ, которым, значит, эти клинические рекомендации должны достигнуть этой цели, а именно информирование женщины о медицинских последствиях аборта. Известно, что любые клинические рекомендации содержат данные из доказательной медицины. Как правило, указываются проценты. Понятно, что это все относительные данные, но тем не менее и женщины, как пациенты, и врачи сами примерно предполагают риски. Это очень важно. Это крайне важно при информировании, при принятии решения. Но эти цифры исчезли из клинреков, как бы эти медицинские показания радикализировались, и врач, тем самым рассказывая о последствиях аборта, фактически может напугать пациентку, и она может быть дезинформирована при принятии решения. И в этом я вижу большую проблему. Но при всем при этом скажу, что если знать этот нюанс о том, что клинические рекомендации радикализировали статус медицинских последствий, то в чести акушер-гинекологов они все-таки сохранили и предполагая наше пациентское право на прерывание беременности по собственному желанию. Но тут есть нюанс правоприменения, которое, как я предполагаю, может быть с препятствиями, потому что действуют региональные КоАПы,
когда врач попал под прицел регионального законодателя, врач не может не информировать женщину по старой норме федерального КоАП, не может не рассказать о всех последствиях и будет также наказан, если затянет сроки оказания этой медицинской услуги. Таким образом, получается, что вот этими новеллами, региональными санкциями, вот такими особенностями клинических рекомендаций, а все-таки под прицел, я так полагаю, попадают не некие идеологические противники, или там это не лобби РПЦ, тут я не соглашусь по причине с Алексеем, потому что у меня есть аргумент, почему, скорее всего, конечно, церковь лоббирует, очень активный актор, но все-таки они лоббировали выведение абортов из ОМС, чтобы это делали, так скажем, позволяли себе обеспеченные женщины. Тем не менее, сейчас речь идет о том, чтобы не давать вообще лицензии платным частным клиникам на проведение аборта. И ряд регионов отчитался о том, что они не осуществляют аборты за деньги. Есть какие-то меры, которые уже приняли региональные законодатели, федеральные, свидетельствуют о том, что все-таки пока православная церковь выступает очень громко, но все же какой-то сито есть. Почему все-таки вот эта вот некомпетентность так очевидна? Мне кажется, тут дело не в компетентности, мне кажется, что данные социологических опросов позволяют мне делать вывод, что все-таки врачи, чиновники понимают, что они делают. И поэтому имеет смысл посмотреть на регионы, которые ухватили эту палочку, которые пышутся над вот этими региональными санкциями. Мы видим, что это регионы, где есть, это моя как бы конспирологическая рационализация, возможно, есть какие-то еще объяснения, может быть, там у губернатора скоро срок подойдет, но, может быть, просто это имитация бурной чиновничьей деятельности. Но есть несколько регионов, где просто очень плохо с населением идет убыль, и где также плохо с родовспоможением. Мои качественные данные говорят, что в нескольких областях плохо с родовспоможением. Поэтому, конечно, компетентности не хватает, потому что, чтобы думать в долгую, нужно, с Алексеем всецело согласна, оказывать не только адресную поддержку, а полноценную поддержку всем беременным и матерям, потому что в том же плане в развитии национальной концепции об улучшении статуса женщин полагается адресная помощь женщинам, которые после доабортного консультирования, после которого следует, что женщина находится в статусе нуждающейся. Но мы с вами ничего не слышим об этих региональных мерах, об адресных мерах. Зато мы слышим о том, что наши чиновники идут по пути криминализации всех действий, связанных с информированием и с выбором. Потому что, как мне кажется, это более привычный путь. Его опробировали в ковид, он показал свои результаты. Но даже тот же Сергей Семенович, он потом вернул штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданам, москвичам. То есть это была какая-то временная необходимая мера, от которой потом радостно все отказались. Поэтому мне кажется, что, еще раз подчеркну, РПЦ не основной актор в лоббировании жестких ограничений. Медицинское сообщество, по данным социологических опросов, я тоже на него надеюсь и уповаю, и новая версия клинических рекомендаций свидетельствует о том, что врачи понимают, что риски нелегальных процедур. Но в конечном счете жертвами становятся обыкновенные женщины, которым морочат голову в радикализации медицинских показаний, которые находятся в помещении с запуганным акушером-гинекологом. Вы же, наверное, мы потом это обсудим, про вифлеемские сертификаты. Это еще одна удивительная инициатива, которую как раз лоббирует, насколько я понимаю, РПЦ. Мне кажется, что вот эти вот обсуждения запретов и всяческих поощрительных странных мер, они как бы являются продолжением вот этого кнута, продолжением этой криминализации. То есть они совсем не про женщину, они совсем не про демографию, совершенно согласна. Это про политику низкого качества, про имитацию, про выполнение планов, галочек и про что-то еще, но явно не про
помощь женщине, даже хотя бы адресную помощь, нуждающейся женщине, или информационную помощь. Вот. Спасибо. Спасибо, Татьяна. У меня на данный момент уточняющий один вопрос. Не могли бы вы пояснить нашим слушателям и участникам, что такое Вифлеемский сертификат? Я сейчас точно не вспомню, кто был инициатором этой идеи, то ли РПЦ, то ли, к моему стыду, какие-то женские сообщества. Но, в общем, речь идет о том, чтобы поощрять врачей за то, что они уговаривают женщину сохранить беременность. Такая мера уже в нескольких регионах Поскольку принята. я перед нашим мероприятием успела посмотреть только те региональные КАП, которые были в доступе, сопровождающие законы, подписанные губернатором, где содержались вот эти вот одиозные фразы, что мы боремся с деструктивными идеологиями и поддерживаем всеми, значит, немыслимыми способами детства, материнства, отцовства. И принимаем, соответственно, запрет на склонение к абортам. Вот эти тексты. Про поощрительную политику денежную врачей я пока не читала, вот только вот клинические рекомендации прочла, свежие, они меня порадовали. Я хотела уточнить, мне кажется, очень важный аргумент Элла в чате привела, что действительно есть, с одной стороны, формально какая-то история официально, то, что мы читаем об ограничениях, связанных с законодательными изменениями, но вообще-то есть еще и какие-то практические эффекты. Вот, в частности, Элла упомянула про раздачу федеральных денег, и это тоже не история последних лет даже. То есть это достаточно давний сюжет, мне кажется, еще с эпохи президентства Медведева, когда его жена возглавила фонд, в том числе одной из задач которого было вот сохранение жизни, и это не всегда происходит через буквально раздачу каких-то денег, но неформально вот сколько женщин вы отговорили от проведения абортов, становится таким своего рода KPI работы районных акушер-гинекологов. И это, правда, уже много лет существующая какая-то история. Если это вопрос ко мне, то я к своему, к своей радости стимулирующим, значит, всякими нормативами по стимулирующим доплатам врачам не занимаюсь, не представляю их интерес, наблюдаю со стороны и вижу, что в ковид был большой акцент на стимулирующие выплаты, поэтому полагаю, что идея именно с Вифлеемским сертификатом явилась продолжением, вот этот кнут и пряник для меня, штрафование по аналогии с штрафованием за нарушение режима повышенной готовности и введение Вифлеемских сертификатов для поощрения медиков, уговоривших. Но тут проблема же в том, что медики находятся под прицелом не только пациентского сообщества, но и Следственного комитета и прокуратуры, и поэтому остальное законодательство никто не отменял, и врачи находятся, как мне кажется, серьезной жертвой. То есть тут стимуляция не поможет данных законотворческих новелл. Не берусь судить о стимулирующих выплатах предыдущих этапов, но могу судить о работе Следственного комитета, который очень эффективен с каждым годом и отслеживает работу врачей. Понимаете, если у нас федеральный законодатель устанавливает правонарушение за неинформирование женщины, за нарушение сроков, а региональный законодатель наказывает за обсуждение любых вопросов, связанных с прерыванием беременности, то можно как угодно врача засудить. То есть был бы только инициатор. Татьяна, спасибо большое. Хельга, я бы хотела с вами поговорить как с человеком, который в свое время был до войны еще депутатом. Возможно, вам известны какие-то кейсы из Новосибирска, какие-то случаи женщин известны были до войны, или сейчас вы знаете какую-то информацию от ваших коллег? Как в целом в Новосибирской области обстоят дела с политикой в отношении абортов, и что об этом говорят женщины или представители различных профессиональных сообществ? Аборты и в целом медицинская тема – это, конечно, немножко не профиль муниципального депутата, которой я была, но, тем не менее, безусловно, общалась с жителями города, и достаточно много
все равно было вопросов по какой-то такой социальной поддержке женщин, девушек, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Или не в очень тяжелой, но в любом случае было что обсуждать. И здесь я бы хотела затронуть немножко кратко то, что говорил Алексей. Говорил он абсолютно правильные вещи, но у меня немножко другие выводы из этих вещей. Возможно, потому что он это все представляет как человек от науки с фундаментальной точки зрения, а я с точки зрения восприятия это живыми людьми, которые живут свою жизнь. Действительно, количество абортов за последние 30 лет сократилось, да, с тех пор, как Советский Союз развалился и упало до прям приличных цифр, одна из достаточно низких, да, вот Алексей назвал цифру, что количество непосредственно абортов упало по всей России до 300 тысяч, это действительно очень мало в масштабах всей страны, и никакой проблемы остро не стояла бы, да и в принципе не стоит, потому что, будем честны, проблема абортов не является проблемой, это просто очень удобный повод говорить о традиционных ценностях. И за этими разговорами не стоит ничего другого. Можно посмотреть, кто про это говорит. Говорят про это медики? Нет. Говорят про это люди, которые как-то специализируются на подобных вещах? Нет. Об этом говорит один из таких идеологов, скажем так, кто первый, публично и массово начал говорить, это Петр Толстой. Вот уж человек, который к теме репродуктивного здоровья, материнства и прочего имеет самое прямое отношение, да? Анна Кузнецова, которая была омбудсменом, тоже продвигала идею запретов абортов, но только в частных клиниках. Она говорила только про частные клиники, что, значит, в частных клиниках что-то происходит не так, и много последствий, а вот в государственных клиниках все прекрасно. То есть это те слова, которые произносят они, то есть на самом высшем уровне, люди, которые задают, скажем так, тренд на это обсуждение, они либо не имеют никакого отношения, либо говорят очень такие достаточно простые популистские вещи, а потом это все спускается действительно на уровень регионов, и здесь это уже, благодаря в том числе пропаганде, подхватывают местные активисты. Дело же не в том, что инициативы исходят только от чиновников, да, они всегда прикрываются тем, что это, значит, какие-то общественные организации, которые, значит, блюдут какие-то традиционные ценности, семейные ценности, они сделали обращение, написали какие-нибудь письма, и, значит, вот они просто реагируют на эти самые письма от общественности. Значит, общественность очень хочет, чтобы все было хорошо и не было абортов. Я могу сказать по опыту работы в Новосибирске, что 90% инициаторов такого рода – это мужчины. Вот тут, простите, конечно, очень большая проблема с тем, что этот вопрос обсуждается мужчинами, с мужчинами и для мужчин. Женщины как бы выводятся за скобки. То, что хотят они, то, как это относится к их телу, то, как это относится к их жизни, из формулы традиционных ценностей вообще выносится. И это большая, конечно, проблема не проблема в том, как это будет реализовано, потому что действительно очень небольшое количество абортов в целом получается. Но это проблема в том, что это существует в общественном поле, в общественном пространстве, и это обсуждается. И самое это, наверное, главное, к чему это все приводит, это такой инструмент запугивания получается для многих девушек, которые не знают, как дело обстоит на самом деле. Да? Татьяна много говорила про то, что в целом должно быть все чисто теоретически с точки зрения медицинских работников очень аккуратно делаться. Но проблема в том, что приходят на аборт девушки, которые
слышали, что есть запрет, слышали, что есть он на самом деле, нет его на самом деле, этого прямого запрета, полного запрета. И они приходят с уверенностью того, что вот они слышали по телевизору или там в каких-то средствах массовой информации, что есть проблема, и что это сделать невозможно, и они просто, зная о том, что не стоит связываться с медицинскими работниками, я думаю, многие женщины, которые были недавно или давно в государственных там, женских консультациях, в целом видели, как акушеры общаются, гинекологи общаются с женщинами. Не очень уважительно, я вам скажу. И качать свои права, какая-то девушка, у которой проблема и которой нужно сделать аборт, ну, не факт, что она будет это делать. Поэтому это проблема, ну, такого социального характера, информационного характера. Проблема информационного характера, половое воспитание, там, секс-просвещение, как хотите называйте, да, вопрос контрацепции, да. Те же самые люди, которые хотят запретить аборты, и говорят о том, что половое воспитание детям не нужно. Хотя это абсолютно одна и та же история, это абсолютно одна и та же логика воздействия на женский организм. Ну и самое главное, наверное, по поводу того, каких-то случаев в Новосибирске, например, я не могу сказать про аборты конкретно, но могу сказать, что главное, ну вот с демографической точки зрения, да, повышение рождаемости, люди будут рожать людей не потому, что там запрещены аборты, а потому что они понимают, что есть возможность воспитывать ребенка. Это дорого, это сложно. И когда они знают, что они родят, а дальше ничего не будет им, ну, то есть ни помощи, ни финансовой, ни моральной, никакой, они, ну, просто откажутся, да, потому что когда второй, там, материнский капитал за второго ребенка, за третьего, последующих. Алексей, возможно, меня поправит, наверняка, и что была информация о том, что в этом случае всплеск рождаемости, ну, то есть увеличение рождаемости было в семьях с не очень большим доходом, например, да, прослойка, так скажем, средний класс условный, они понимают, что этой суммы им, ну, с этой суммой им все равно будет сложно воспитывать. У них высокие требования к жизни, высокие требования к тому, как воспитывать своего ребенка. И поэтому они просто откладывают это на какой-то более удачный момент, удобный момент. И в Новосибирске было несколько случаев, очень громко прозвучавших в средствах массовой информации, например, когда в области женщина-одиночка, у нее было двое, ну, у нее есть двое детей малолетних, и ей просто отключили, например, электричество за какую-то очень маленькую, она там 2000 рублей, по-моему, что ли, должна, ей отключили просто электричество, у нее нет возможности заплатить, ну, вот здесь и сейчас, значит, эти 2000, и это достаточно громкая история была в Новосибирске, в Новосибирской области, и люди просто видят на это, понимают, что нет смысла рассчитывать на власть. Они не будут тебя поддерживать даже в такой мелочи. Ну, ребят, 2000 рублей, да, минус там, месяц без электричества. Или вот полгода назад прогремела, опять же, история. У пары родилась 10 лет назад, условно, тройня, им за 3 детей власти сказали, что, ну, вы многодетная семья, вот вам квартира за это, спасибо большое, значит, вы за вклад в демографию. И не так давно 3-й ребенок умер, девочка у них умерла, осталось 2 ребенка, и эта же самая власть, там, мэрия им говорит: ой, ну знаете, у вас квартира была по соцнайму, вы больше не многодетная семья, поэтому возвращайте квартиру обратно. В общем, съезжайте. Либо платите полную сумму, все долги, все, что вы накопили, весь долг за время, пока там девочка умерла, и вы не были многодетной уже. Либо как бы съезжаете. От женщины ушел муж, у нее только что умер ребенок, у нее отнимают квартиру. Ну, то есть куча таких каких-то примеров, когда люди смотрят на это и видят о том, что рожать небезопасно, рожать не очень перспективно. И
это гораздо больше влияет на желание рожать детей и возможность рожать детей, чем отмена или не отмена, там, запрет, не запрет абортов. Хельга, спасибо вам большое за высказывание. Алексей, хотели бы вы ответить Хельге на комментарий, на вопрос к вам? Здесь ничего особо возразить мне нечего. Это достаточно такие очевидные, можно сказать, даже риторические темы. То есть общий социальный климат недостаточно благоприятен для того, чтобы у нас там рождаемость как-то сама по себе росла. Поэтому вот приходится ее поднимать, а как это сделать, я уже рассказал. Вот, но в принципе, если пойти дальше, то щедрая социальная политика, как во Франции, она сама по себе неплохо поднимает рождаемость. И даже несмотря на последний спад, рождаемость во Франции остается выше, чем у всех соседей. И до сих пор одной из самых высоких в Европе. Но на это нужно очень много денег, там 4-5% ВВП, и социальная политика гораздо дороже обходится, чем демографическая политика. При этом в России-то на социальную политику, на семью и детство тратится тоже достаточно много денег. Опять же, по российским меркам больше триллиона рублей в год. Это, правда, там 0,6-0,7% ВВП, но раньше этого не было. То есть все-таки... И это неплохо снизило бедность семей с детьми. У нас сейчас бедность семей с детьми, видимо, рекордно низкая там, за всю историю. Как раз благодаря пособиям по нуждаемости и адресности. Напрямую они рождаемость не поднимают, но создают некую такую подушку, некое ощущение в обществе, что там, возможно, вас не бросят. Это хорошо, но это дорого очень. То есть вопрос финансирования упирается. И судя по тому, что сейчас я вижу, дальнейшего увеличения финансирования не происходит, значит, для государства это не приоритет, к сожалению. Спасибо. Алексей, я вижу вопрос в чате по поводу социальной политики во Франции. Не могли бы вы коротко прокомментировать, что за социальная политика, что за меры там предпринимались и принимаются сейчас? Ну, самый большой расход это ежемесячные пособия на детей без учета нуждаемости и адресности. Всем, причем они за второго ребенка выше, чем за первого, а за третьего выше, чем за второго. И они существенные. То есть, насколько я помню, там за третьего ребенка там уже то ли 300, то ли 400 евро в месяц. И за 3 детей получается уже там почти уже 1000. Это раз. Плюс там есть сделаны там, по-моему, кассы взаимопомощи, плюс есть какие-то налоговые льготы, и прочее, прочее, прочее. То есть общие расходы высокие на социальную политику. И во Франции, конечно же, семьи себя чувствуют намного более защищенными, чем в России, например. И поэтому, да, и рождаемость там повыше, даже если не учитывать мигрантов, о чем очень часто напоминают. Мол, вот якобы такая рождаемость во Франции из-за мигрантов. Но ведь в соседних странах мигрантов тоже много. И что? А разница все равно есть. А если мы уж так считать, то в России есть свои нацменьшинства с очень высокой рождаемостью, там чеченцы, ингуши, и это тоже входит в нашу всю статистику. То есть если грамотно, нормально сравнивать, все равно эффект очень большой. Но на это нужно очень много денег. Я думаю, что 4% ВВП наше государство пока тратить на семейную политику не готово, к сожалению. Спасибо большое, Алексей. От Надежды вопрос к Татьяне про социальные показания. Просьба рассказать то, о чем вы упоминали. Большое спасибо, то, что этот вопрос не потерялся. Мне он как-то вот запал в душу. Мне нужно было перепроверить приказ Минздрава соцразвития, тогда еще подписанный Татьяной Голиковой, по перечню медицинских показаний, чтобы удостовериться в том, что он достаточно широк. Да, он широк. А по этим показаниям женщина может сделать аборт в любой срок. А социальное показание у нас осталось одно. И осталось оно одним благодаря постановлению правительства, еще подписанному в 2012 году. Этим социальным показанием осталось лишь изнасилование. Причем сформулировано это постановление, подписано нынешним президентом, таким образом, что как бы женщина может претендовать на аборт, если она не уложилась по собственному желанию. Тогда же не было проблем делать аборты по собственному желанию. В течение будет заведено уголовное дело. Как вы понимаете, по такому, как бы, при таких условиях таких женщин сейчас практически не будет, потому что у нас и так правоохранительная система с такими делами плохо разбирается.
А в таких условиях получается, что своего права на справедливость еще и аборта, потому что они могут еще и не захотеть подать заявление, не успеть. Для справки скажу, что раньше 10 лет действовал перечень, и среди показаний социальных значилось не только беременность в результате изнасилования, причем для этого не надо было документально подтверждать уголовными делами, а пребывание женщины в местах лишения свободы, наличие решения суда об ограничении родительских прав и наличие инвалидности у мужа или смерть мужа во время беременности. Таким образом, если мы включим такое правоохранительное и правоприменительное воображение, получается, что до 12 недель женщина должна слишком настойчиво рассказывать врачу о своем желании прервать беременность. А врач может, боясь региональных санкций, склонять и убеждать ее обратно. При этом ему на помощь дается целая команда психологов и юристов. Если женщина не успевает, она может при таких обстоятельствах не успеть, остается 22-недельный срок и возможность возбудить уголовное дело. А дальше остаются только медицинские показания. И получается, что законодатель как бы сознательно исключает возможности нелегальных взаимоотношений с врачами заведомо, что вся эта сфера уйдет в подполье, и начинают с врачей, начинают закручивать гайки региональными штрафами через врачей. Поэтому я, конечно, абсолютно согласна с мнением Хельги о том, что женщине проявить недюжую силу и волю, чтобы добиться своего пациентского решения. И, конечно, я считаю, что нельзя давить на врачей в процессе информирования. Врач не должен бояться рассказывать о рисках, о противопоказаниях, о показаниях и должен приводить последние, самые совершенные данные. У женщины должна быть возможность принять решение независимо от причин. Ну и, конечно, абсолютно соглашусь со всеми социальными мерами поддержки, потому что, как в русской пословице, дал Бог зайку, даст и лужайку, это какой-то такой оптимистическая тактика наших. Ну, конечно, это все 10 регионов представлены мужчинами-губернаторами. То есть они как бы предполагают, что за каждой беременной женщиной стоит большая семья, которая ее поддержит. Но это совсем не так. Поэтому, безусловно, демографические вопросы нужно решать финансовыми вложениями, и вовсе не криминализацией, запретами, причем, как мне кажется, для меня сакральных, как для медицинского антрополога, юриста, вопросов, которые связаны с медицинским информированием, которые связаны с пациентским волеизъявлением, с принятием медицинских решений. Все это, я уже не говорю о том, что охраняется Конституцией, давно уже регулируется всеми международными пактами, договорами о физической неприкосновенности людей, граждан, не граждан. Поэтому считаю такие вот меры, которые сейчас расползаются по регионам, крайне опасными, независимо от того, белый это шум или это действительно будет работать. Вот, спасибо. Татьяна, спасибо большое. К вам еще один вопрос из чата от Сергея Росса. Я просто его вслух сейчас прочитаю. Если это не РПЦ, то кто этот ключевой лоббист, движитель и стейкхолдер? Я понимаю логику про низкокачественную политику в кавычках, и палочную логику. Но трудно поверить, что за всем этим не стоит какой-то силы актора со своими интересами. Вы знаете, я очень как бы склонна по таким тревожным темам к конспирологическому тоже воображению, как вы слышали, только что его включила, когда предполагала, как будет право применяться региональные нормы, федеральные, как они будут сталкиваться на деле. Я очень надеюсь, что это мое пессимистическое какое-то трактовка, которая не реализуется в реальности, и мне сейчас придется включать воображение вновь, потому что какие у нас есть данные? У нас есть вот 10 новых региональных статей в региональных КоАП.
у нас есть вот эти 10 регионов. Но, к счастью, у нас есть оставшиеся 70, которые не пошли по этому пути. Да, они что-то там другое принимают, но все-таки у нас есть надежда на то, что вот эти пилотные регионы получат какие-то негативные результаты, какие-то правозащитные всплески, какие-то пациентские всплески, и эта зараза не распространится по всей стране. Я на это очень надеюсь. Ну вот копипаст норм свидетельствует о том, что есть действительно какое-то единое идеологическое начало, но с другой стороны мы видим, что а, Российское общество акушеров-гинекологов приняли нормальные клинические рекомендации. Да, радикализировали медицинские показания после аборта, да, заставили женщину смотреть на УЗИ, если она решила прервать аборт. Это, конечно, совсем садизм. Но, в принципе, женщина тут тоже может защищаться, и ей надо проявлять опять волю и в этом случае. Но, тем не менее, медики, как я вижу, понимают опасности. а, Медики как-то аккуратно высказывают свои, если только они не оказались в Думе. Но даже те, которые оказались в Думе, комитет по здравоохранению, все-таки он тоже выдерживает тишину по этим вопросам. Все-таки Хельга перечислила основных кричащих акторов. И Алексей предположил, что немалую роль играет основную РПЦ. Все-таки я надеюсь, что данный вопрос был передан регионы именно для того, чтобы все вот эту обратную связь от граждан, наконец, как бы она появилась, эта зараза не распространилась по остальным округам, по остальным регионам. Я все-таки думаю, что это был какой-то такой пробные какие-то вот шаги, мне так кажется. Но опять же, у меня нет никаких документов, данных, у меня есть только КоАП, законы, подписанные мужчинами-губернаторами, точка зрения акушер-гинекологов, выраженных в клинических рекомендациях, петрозаводский кейс, который мы с Людмилой обсуждали, который нас потряс, потому что женщина едва успела уложиться в это 12 недель, чтобы сделать себе аборт, потому что во всех инстанциях, платных, бесплатных, ей отказывали. И ей пришлось стучаться в Минздрав, в прокуратуру, в Следственный комитет, чтобы и в СМИ, чтобы опубличить свое положение, свою ситуацию, свой пациентский выбор, чтобы сделать аборт. Мне кажется, что этот идеолог, если он есть, если мы предположим его существование, я очень надеюсь, получит хорошую обратную связь на тему вот таких отвратительных инициатив в отношении пациентской воли и женского репродуктивного выбора. Спасибо. Татьяна, спасибо большое. Я думаю, потихонечку мы будем завершать дискуссию. Коллеги, а если у кого-то есть вопрос, желание высказаться? Да, я бы ответила еще на Да. вопрос. Вот Элла Росман писала в чате 2 вопроса. Зачем, по нашему мнению, Россия вообще повышает рождаемость, что пытается решить этим повышением, и есть ли на сильно высокую рождаемость инфраструктура, ну, то есть ясли, детский сад, школы и так далее. Очень просто. Много людей – это много налогов. И для госслужащих, для чиновников высшего уровня, да, то есть федерального значения, люди – это не единицы там, со своими переживаниями, да, хочет он детей иметь или не хочет, это дело десятое. Это юнит, который приносит деньги государству. И это главная задача, собственно говоря, этого самого человека с точки зрения чиновника, да, среднестатистического, который занимается этими вопросами. И это, в общем-то, все, что нужно знать о том, зачем, в принципе, проводится демографическая политика. Да? Это не для того, чтобы показать, ну, хотя и в России для этого тоже, потому что, чтобы показать, какие мы великие и классные, но, тем не менее, важный пункт – это чем больше людей, тем больше денег в государстве, тем больше налогов возвращается. И нет, в России недостаточно инфраструктуры, чтобы не делали в регионах, этого недостаточно. Алексей уже говорил, что на демографию достаточно большое количество в абсолютных величинах, но очень мало в условных процентах, да, полагается. Вот на социальную сферу уходит очень большое количество денег. Это одна из самых высоко забюджетированных сфер в бюджете Федерации.
но, тем не менее, их все равно недостаточно. Огромное количество денег там уходит на зарплаты, например, учителям и воспитателям, это всех, на все сферы образовательные, на все. Но, тем не менее, этого недостаточно. В 90-е был абсолютный провал по демографии. Очень многие детские сады были отданы под коммерческие структуры, перепрофилировались. Очень многие не вернулись обратно под муниципальное управление. То же самое со школами. То есть вот сейчас был потом пик в нулевые, и сейчас снова так немножко на спад демография идет, поэтому сначала в нулевые, середину десятых было просто не протолкнуться в детских садах, например. Сейчас в детских садах можно найти место и очереди. Да, я думаю, что все не раз слышали историю о том, что вот родился ребенок, и надо его сейчас ставить в очередь в детский сад, потому что там, через 3 года только твоя очередь дойдет. Сейчас, слава богу, с этим, в плане уже родившихся детей проще ситуация, очередь гораздо меньше, но переполнены школы. В 2-3 раза дети учатся, по 3 смены. И никаких предпосылок того, что это будет как-то изменено, то, что Россия, когда внезапно станет демография лучше и станет там больше людей рождаться, что Россия внезапно поймет, что нужно больше строить детских садов и школ, они ниоткуда не появятся. И страна на самом деле не готова к тому, что планирует сделать с демографической ситуацией, да, с этим количеством новых рождений. Эта история еще и про то, что между собой все там подразделения, все департаменты в управлении государством плохо общаются. Все решения, они не взаимосвязаны, как должны быть. Вот, наверное, так я отвечу. Хельга, да, спасибо за развернутый комментарий. А можно мне Вопрос. поправить, дополнить ответ Хельги? Да, конечно, Алексей, конечно. Да, я хочу сказать, что у нас настолько большие демографические волны, что как бы сильно рождаемость реально сейчас не поднялась, детей все равно будет меньше рождаться, чем рождалось еще там 7-8 лет назад. Поэтому у нас проблема не в том, что много будет детей, а в том, что если даже при таком маленьком числе детей у нас где-то не хватает инфраструктуры, значит, у нас просто очень неравномерное распределение необходимой инфраструктуры по регионам. Потому что число родившихся в России сейчас бьет антирекорды, и даже если рождаемость повысится, все равно оно будет невысоким и намного меньше, чем было в десятые годы. Поэтому не нужно ставить вопрос, а готовы ли мы к повышению рождаемости. К повышению рождаемости мы готовы, потому что еще недавно детей было столько, сколько уже никогда больше не будет. Проблема именно в том, что в некоторых регионах, особенно миграционно привлекательных, инфраструктуры категорически не хватает. Это касается там Москвы, Подмосковья, Краснодарского края. Поэтому вопрос нужно очень важно переформулировать, вот так его не ставить. Мы не готовы, условно говоря, хуже, чем было там 10 лет назад, при том же количестве объектов не будет, но лучше тоже не будет. Нет, будет лучше, потому что столько детей, сколько было 10 лет назад, уже не будет никогда. Так и было, Даже если и рождаемость был вырастет. переизбыток, и будет переизбыток в любом случае. Даже сейчас, даже при таком снижении, все равно мы видим перенасыщение объектов образования. Это очень локальная история. Это вот, допустим, типичная краснодарская история, где строят огромный микрорайон, а там детсадов к нему не строят или школы и так далее. То есть Любого крупного города в целом. не нужно об этом говорить в общем. И тем более ставить такой вопрос, а готовы ли мы к повышению рождаемости. У нас просто есть нерадивые на местах губернаторы и чиновники, и с ними нужно точечно работать, говорить конкретный регион и ставить им это в вину. Но не ставить вот так вот общий вопрос, а готовы ли мы к повышению рождаемости. Да, готовы. Но некоторые регионы, некоторые руководители не готовы. Коллеги, спасибо. Есть ли еще у кого-то вопросы, реплики, комментарии? Если вопросов нет, я бы хотела в первую очередь поблагодарить Хельгу, Алексея, Татьяну и заочно Анастасию Навкунскую за то, что нашли время, приняли довольно активное участие в этой дискуссии. Большое спасибо. Также большое спасибо всем зрительницам, зрителям, которые также нашли возможность подключиться и задавали вопросы. Большое спасибо всем за участие.